Россия приехал для учиться вначале. Я здесь поступил в медицинский институт, потому что медицина и йога, они очень связаны. Я 24 лет никогда не чувствовал, что я на православной стороне, потому что я всегда думаю, что на всех религия, духовность, которая есть, это похоже есть. И есть потом один религиозный ритуальный часть, который отдельно есть. Много духовность у нас общее есть, поэтому я никогда не так чувствовал. Очень хорошо, и люди, которые ко мне приходили из православия, которые они вера приходили, но я их дал знания йога, как нужно совершенствовать, понимать, но я их никогда не говорил, чтобы обязательно принимать индуизм, понимаете, Радха. И они тоже пришли с какой-то свой вопрос, и они могли ходить потом на церковь, если хотели, и по своей религии дальше они, которые религии они были, православие или другой религии, они этому религии принадлежали и свою работу делали. Православие и индуизм есть похоже, что всех доброта, любовь, прощение, понимаете, сострадание, это общее есть, понимаете. У нас индуизм тоже и православие тоже. Индуизм это очень древний религия, который в древнее время имя больше люди его говорили как Санатан Дхарма. Санатан Дхарма это что был? Очень древнее время, что человек учил жить красиво, начало с детства до смерти. Как нам нужно жить, совершенствовать, и потом последнее время, когда уйти из этого мира, без какой-то груз нужно уйти очень спокойно, хорошо. Это же полное знание есть на Санатан. Йога это очень большой, это тоже часть Санатан Дхарма, индуизм, понимаете. Сейчас йога люди думают только упражнения, асана, для здоровья, физические упражнения. Но йога это философия, и йога означает, это когда человек, потому что мы родили как человек, и внутри нас есть сила Бог всегда. По маленькой частичке, всех внутри, у меня, у вас, у всех. И главный цель нашей жизни есть познать эту силу, кто мы самом деле. Поэтому это вещи всегда я постараюсь учить, чтобы все работы делаете свой, который, любой работа занимаете простой, то большой, который у вас есть ответственность, вы выполняете, но плюс еще делаете духовность. Понимаете, да? Чтобы не живаете самом деле для что мы родили. Если когда есть духовность и материальность, то очень прекрасно, хорошо, правильно. То это знание, которое есть, все есть внутри йога, и я учу зависимость от кому, сколько и как нужно. Йога, начинается асан, и все внутри йога есть медитация, когда человек медитирует и внутри соединяет, понимаете, да, что во время медитации человек соединил, и его внутри энергии, сила, которая спят, они просыпают. Эта практика есть. Еще есть практика мантр, слова, повторение имя Бог, который всех религия есть. Повторение мантр у нас есть, как на православии есть молитва, у нас есть мантр. То когда человек мантр повторяет, чистые слова, то тоже хорошие энергии просыпается, понимаете. Это все знание, зависимость от ситуации человека, что ему нужно, что он может делать. Я всегда спрашиваю, вы можете мантр повторить, вы можете медитировать, и вы можете какую-то практику делать. Если нет, то когда человек пришел, то я точно буду для его молиться. У нас на Санатан Hindu Dharma есть, что у нас всех есть свой карма. И карма что такое? Я хочу объяснить. Карма есть наши мысли, слова и действия. Все, которые вещи мы думаем, которые говорим и делаем, они не аннулируются. Они все сохраняются на космосе. И потом, оттуда, как мысли приходят, мы начинаем также думать, говорить, и потом делаем тоже. Понимаете, Радха? То мы, которые это жизни получили, человек, который это жизни получил, это зависимость от своей кармы получит. Это нет его рука, понимаете, да? Все прошлые жизни, мысли, слова и действия, которые сохранил, понимаете, да? Вместе образовали его судьбу. Все человек, который рождает, они зависимость от своей кармы рождают. И жизни, которые вещи получает, это тоже зависимость от кармы.
все определено уже. Но если мы будем сам себя начинать работать над собой, когда мы будем начинать еще заниматься духовной практикой, духовность, тогда будет нас негативные вещи очистить и позитивные вещи будет просыпаться. Потому что у всех есть нас позитивные и негативные. Если вы живете 100% по правилам, то у вас в жизни все будет. Пожелания для всех, которые мой бхакт, все, которые человек, который слушает, есть, что всех will жизни гармонии. Они у них внутри был гармонии, семья был гармонии, работа, которую они выполняют, очень хорошо они выполнили. И вместо все это, которое они делают, еще в своей жизни всегда помнили о своей духовной совершенствовании. Свои духовные совершенствования, семье тоже духовные совершенствования, детям нужно учить духовные совершенствования вместе с мирским образованием. Потому что мирские образования, они могут в мире работать делать, и когда духовные знания будет, то их жизнь будет красивее очень. Мой это пожелание, и я тоже для этого все, который для вас я пожелаю, я сам буду тоже всегда молиться, что всех все будет хорошо. Радовать.